Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас будут автомобильные лампы с освещением 360. Лампы, друзья, no name, не знаю, как их зовут, с чем их едят. Значит, были заказаны лампы с цоколем H1, это для моего Renault Captur. И, соответственно, заказал я 6500 Кельвин. Заказал, друзья, их я еще, вернее, получил их в мае месяце. То есть, все это время они у меня лежали. Все как-то не хотелось, то не было времени, то лень, сами понимаете, их устанавливать. Ну и вот сегодня я захожу вечером в гараж, завожу автомобиль и смотрю, что моя правая лампа из прошлого обзора, тоже на 360, начала, друзья, мигать. Вот, поэтому сейчас я перед работой, на работу мне на час ночи, пойду поменяю данные лампочки. И решил вот такой обзорчик записать для вас. Вскрываем нашу посылочку, хотел сказать, коробочку. Видим, друзья, такую картину. Есть у нас инструкция на английском. Красочная, красивая. И есть у нас, друзья, инструкция даже на русском. Все красочное и красивое. Видите, заявлено 44-140 ватт. То есть все такое растянутое, расплывчатое. Хотя, друзья, заказывал я их по многочисленным отличным отзывам. Вот теперь я буквально залез на сайт. Отзывы по ходу обрезались все максимальные. Остался только хвост. Вот, и даже мой там отзыв еще висит. То есть мало-мало отзывов. Не знаю, почему люди не покупают. Наверное, потому что отзывов мало. Ну, я, в принципе, решил, рискнул. И проверю, как говорится, на своей шкуре. Покупал я их, друзья, за 19,92. На сегодняшний момент они стоят 25 с копеечкой долларов. И там еще висит купон на 2 доллара. Поэтому, кому интересно, заходите, смотрите. Ну, а мне вариантов нет. Буду менять свои старые лампы на эти лампы. То есть менять я их буду на ближний свет в линзы. Друзья, хейтеры, особенно вас касаются. Сейчас вы начнете мне там писать: да ты козел, да ты то сё, да ты слепишь людей. Никогда в жизни не установил бы в свой автомобиль лампы, которые будут слепить встречку. Никогда, друзья. А вот если вы эти лампы установите в рефлекторы, все, встречки хана. Поэтому не рекомендую эти лампочки устанавливать в рефлекторы, а только, друзья, в линзы. Два вида ламп, как вы знаете, вы уже смотрели мои видеообзоры, я устанавливал, все было проверено лично мной. Никого, ничего они не слепят. Это что касаемо линз. Еще раз напоминаю, в рефлекторы ни-ни. Согласен. Полностью согласен. Ну, а теперь поехали смотреть. Смотрим нашу лампочку. Вот такая вот красота. Эти лампы заявлены как типа самые маленькие. Да, друзья, они имеют размер. Сейчас вот здесь сбоку я поставлю фотографию. То есть 64 сантиметра, 64 миллиметра и 38 миллиметров в диаметре. То есть эти лампы для Каптура влезут даже под родные крышки. Ну, а кто смотрит мой канал, то есть вы все знаете, что я себе купил увеличенные крышки. Все эти видео, друзья, вы найдете в моем плейлисте, который называется «Для любителей Renault Captur». Ну и вот такой вот драйвер. Почему его называют драйвер, я не знаю. Там внутри обыкновенный, в принципе, наверное, нагрузочный резистор. Для того, чтобы обмануть мозг автомобиля, чтобы наш автомобиль, а в частности CAN-BUS, не ругался на перегоревшую лампу. И вся мощность лампы — это не что иное, как вот эта мощность создает резистор. Лампы, друзья, понятное дело, у нас идут на 360 освещение. Почему-то я люблю только такие лампы. Есть у нас, видите, кулер, по-русски вентилятор, который по заявлению вращается с частотой 12 тысяч оборотов в минуту. Лампы изготовлены очень, друзья, качественно, культурно и, как вы сами видите, красиво. Включаем нашу лампочку, смотрим, как она, друзья, горит. И идем, вернее, я иду устанавливать, друзья, вам уже показывать не буду, так как все надо сделать быстро и аккуратно, без шуму и пыли. Минус к минусу. Блин, как ее положить? Пропалит же коробку. Пропалит она нам, друзья, коробку. Попробуем подложить вот так вот отвертку. О, супер. Все, погнали. Включаем глаза. Как вы видели, напряжение питания, друзья, я установил 14 вольт, бортовую сеть. Что мы видим по току? По току у нас 2,2 ампера. Конечно же, при нагревании лампы ток у нас будет что? Правильно падать.
И мощность мы видим 31 Вт. Соответственно, току будет падать и мощность при нагреве нашей лампочки. Друзья, сейчас ждем не пару даже, минутку. Я вам скажу свои ощущения по температуре. То есть эти лампочки я получил, подключил вот к этому источнику питания и просто оставил простенький отзыв. Можете его почитать. Покупал хорошие лампы, покупал на Renault Captur. То есть света они дают просто трындец, друзья. Просто слепят. Вот. Ужасно просто слепит. Ну и посмотрим немножко, что у нас произойдет. Видите, ток потихоньку падает. И, соответственно, мощность падает пропорционально, я бы сказал, току. Падению тока. И вот нам заявили, видите, в описании, сколько там, 44-140 Вт лампы. Какие к черту они, даже 44 нет. Китайцы, походу, пишут, опять же, как и камеры видеонаблюдения, 8 мегапикселей, то есть у них камера 4, плюс 4 мегапикселя равно 8, также и здесь. 30 плюс 30 равно 60 Вт в общей нагрузке. Я же вам показываю, друзья, все по-честному, все как есть. Ссылочку, как всегда, оставлю в описании к данному видео, поэтому, опять же, друзья, на свой страх и риск, хотите покупайте, хотите нет, хотите подождите, там, не знаю, пару месяцев, напишите комментарий с вопросом, как эти лампы, всегда я всем отвечаю. Вот эти вот вторые мои лампы, это первые были F3, по-моему, вторые тоже, по-моему, какие-то нам, не то ноунейм, уже я, друзья, не помню, но тоже на 360, а F3 были с двойным таким диодиком. Ну, то есть, мне они не понравились из-за этого вот кошачьего глаза. И посередине автомобиля была такая полоска теневая. Посмотрим, как отходят эти. Ну, конечно же, тут еще есть один минус, что в моем автомобиле вот стоит умная зарядка. И, соответственно, у нас заряд бывает подскакивает. Но, опять же, судя по китайскому вольтметру, который у меня стоит там в прикурке в машине, заряд у меня скачет от 14 до 14,8 вольта максимальный. А потом падает на минимум 13,4 вольта. Так я, в принципе, и катаюсь. Ну, вот этих 15 вольт, наверное, сильно жирно для этих ламп. И они выходят, видимо, со строя. Если эти лампы тоже больше года не проживут, плюну, честно говоря, на все, наверное, и куплю простые галогенки. Все, друзья, давайте вырубаем. Покажу вам свет. Вырубаем и смотрим температурные ощущения. Так, видите, в руке держу спокойно. По ощущениям градусов 50-55, друзья, здесь есть. Вот. 50-55. Что же у нас с этим вот драйвером а-ля нагрузочным резистором? Еле-еле начинает теплеть. Да, начинает теплеть. Ну, не знаю, градусов, наверное, моя температура градусов 30 пока что. Конечно же, в дороге все это дело будет нагреваться больше. И что у нас по лампе? А вот в этом районе, друзья, лампочка намного холоднее, чем радиатор. Странно. Даже странно, как это все дело работает. Есть немножко температура, но не такая, как на радиаторе. Все, друзья, хорош этой демагогии. Сейчас я иду меняю в своем автомобиле данные лампы. Вам уже показывать замену не буду. Кому интересно, как все меняется, переходите на мои видео в плейлист для любителей Renault Captur. Я же поменяю и просто вам покажу, как они светят. Значит, друзья, имеем вот такую вот светотеневую границу на старых лампах. Как назло, моя правая лампочка перестала моргать. Вот стоит автомобиль. И решила сделать такой эксперимент. Есть, друзья, у меня старый прибор для измерения освещенности, то есть люксометр. Вот показания, запоминайте. Грубая шкала. Не будем там смотреть точно, так как прибор уже старинный, без поверки, без ничего. И стрелка у нас клинит. Вот если нажать это положение. За 15, когда заходит, клинит. А у нас сейчас вот такое положение. На этой шкале. Где наш фокус? И если нажать эту кнопку, то такое положение. Давайте оставим все-таки на этом положении. Вот. В гараже темнота.
И будем сравнивать. Сейчас заменю лампочки и проверим, сколько же нам выдадут освещение лампы на 6500 Кельвин. Вот в гараже темнота, только моя машина, ни одной лампы не горит. Так, ну и хочу вам показать различия между лампами. Вот моя старая лампа белая, а это синенькая новая. Вот совсем на чуть-чуть, но синяя у нас короче. Значит, думал поставить, не устанавливая вот эту штуку, у моей старой лампы шейка здесь большего диаметра, чем здесь шейка. Поэтому сейчас буду мучиться, а в каптуре это просто ужас, устанавливая вот этот вот адаптер. Так, что касаемо по нашим драйверам, либо нагрузочным резисторам. То есть нагрузочный резистор в новых лампах заметно больше, чем в старых. Новая, старая. Или сверху новая, снизу старая. Вот так, друзья, все это дело у нас выглядит. Все вроде целое, все шикарное, но моргающее. Устанавливаю и смотрим. Ну вот так, друзья, у нас выглядит установленная лампа. То есть, видите, какой большой зазор даже к заводским крышкам. Но я купил вот такие вот увеличенные крышки. Все ссылочки будут, друзья, в описании. Итак, народ, СТГ у нас, как мы видим, не поменялась. Давайте я попробую сфокусироваться на темном фоне, вернее на светлом фоне. СТГ у нас никак не поменялась. Справа видно какая-то радужка, а слева, ну тоже видно, но плохо, просто темный фон. Ну и пойдем смотреть, сколько у нас там показывает наш этот супер прибор. Так, в таком положении у нас вот столько. Если по верхней шкале, то 25. Переключаем. А здесь даже ниже 10. Света, походу, даже меньше стало. Но эта штука висит недвижимо. Датчик. И света, по-моему, даже стало немножко меньше. Ну, чуть-чуть до 10 не хватает стрелки. Еще разок. А здесь 25. Все, друзья, смотрите, сравнивайте. Ну, а сейчас выеду, посмотрю. Тем более у нас сейчас идет дождик. По крайней мере, шел в гараж, он шел. Может быть, уже и закончился. Выедем, посмотрим, как освещение на темную дорогу. Итак, народ, выезжаю из парковки. Ну и смотрите, пока здесь у нас горят фонари. Сейчас поедем с вами в неосвещенную зону. Как я и говорил, у нас идет дождик, моросит. Ну и вот так, в принципе, видно. Здесь, друзья, ни одного фонаря нету. Вот так освещают данные лампы. Конечно же, телефон этого не передает. Идет дождь. Друзья, мне, в принципе, все шикарно видно. Но тем людям без привычки, допустим, которые только пересели с галогена на светодиод, может быть и неудобно. Но мне, по крайней мере, все видно в такой погоде. Такой, как я говорю, еле-еле мелкий дождик идет у нас, моросит. Не знаю, вам видно на лобовом или не видно, но да, вот видно, видите, какое лобовое. Вот, поэтому как-то, друзья, так. Не знаю, рекомендовать, не рекомендовать, друзья. Сами понимаете, только что установил. И сколько они прослужат, какая их долговечность, просто не знаю. На этом все. Всем спасибо. Пока. Удачных покупок. Отличного, друзья, здоровья. И до новых видео. Пока-пока.
Заходи, если что.